Добрый день, дорогие друзья, с вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Отличная новость прилетела к нам из Японии. Фестиваль джаза в Токио, на котором должен выступать и Димаш Кудайберген, все-таки состоится. Правда, пройдет он, как и конкурс Евровидения, в онлайн-формате. Еще 28 февраля 2020 года Димаш Кудайберген пригласил всех на фестиваль джаза в Японии, который пройдет с 22 по 24 мая. 皆さんこんにちは。ディマシュ・クダイベルゲンです。5月24日、東京ジャズプラスフェスティバル会いましょう。 Тогда выяснилось, что наш любимый артист будет выступать в Токио целых 80 минут. Как же мы были рады! Ведь это тянуло на настоящий полноценный концерт Димаша в рамках фестиваля. О размахе предстоящего мероприятия говорил и тот факт, что вместе с Димашем в Японию должны были лететь и его бэк-вокалисты. Поклонники нашего любимого артиста со всего мира радостно обсуждали эту новость. Многие планировали посетить Японию и увидеть выступление любимого артиста своими глазами. Диас Димаша из Казахстана даже разузнали приблизительную стоимость перелета по маршруту Нур-Султан-Токио-Нур-Султан. Оказалось, это 200 тысяч тенге. Правда, к этому нужно было добавить расходы на гостиницу, пусть даже самую скромную, и на еду. А еще нужно было получить визу в Японию, а это дело непростое. Тогда эти хлопоты казались такими приятными. Поклонники Димаша строили планы, мечтали о поездке, но, увы, коварный недуг медленно, но верно распространялся по всему миру, вмешиваясь в жизни людей. Первым к Димашу обратился его поклонник из Японии. Да-да, тот самый японский блогер, который побывал на ABU фестивале, проплакал всю песню SOS, а после выбежал из зала, чтобы не показывать свои слезы окружающим. Как же он был рад, узнав про джазовый фестиваль, на который должен был приехать и Димаш. А когда достал билет, просто светился от счастья. Но потом, когда вирус стал набирать обороты, он первый обратился к казахстанскому артисту с просьбой не приезжать в Токио. В Японии вирус: Димаш, не приезжай в Токио, оставайся в Казахстане, там безопасно. Все мы тогда восхищались поступком этого человека, который готов был отказаться от своего удовольствия ради безопасности Димаша. А чуть позже поступило официальное сообщение о том, что фестиваль джаза в Японии, равно как и другие массовые мероприятия, увы, не состоится. И вот, наконец, теперь, друзья, нас порадовали отличной новостью. 19-й по счету фестиваль джаза в Токио состоится, как и было запланировано, с 22 по 24 мая, но в режиме онлайн. Примет ли в нем участие Димаш? Думаем, да, ведь он заявлен на афише мероприятия, а это дело серьезное. Напомним, друзья, фестиваль джаза в Токио – это один из крупнейших музыкальных фестивалей страны восходящего солнца, который проводится с 2002 года. На него приглашают поистине выдающихся артистов джаза. В этом году организаторы музыкального действа ожидали 90 тысяч зрителей, но, думаем, в режиме онлайн шоу посмотрят миллионы людей со всего мира. И, конечно же, в их числе будем мы, поклонники Димаша Кудайбергена из Казахстана, России, Беларуси, стран Европы и Америки. Не могу дождаться, так хочется услышать Димаша. Мне очень интересно, какие песни исполнит Димаш на джаз-фестивале, ведь он превосходный певец не только в классической и поп-музыке, но и в джазовом вокале. Такие отзывы, друзья, оставили поклонники артиста из разных стран мира. И поскольку джаз, как никакой другой музыкальный жанр, предоставляет невероятную свободу интерпретации, думается, что выступление Димаша Кудайбергена станет поистине фееричным. Стоит отметить, что Димашу предстоит выступить на одной виртуальной сцене с легендами джаза. Это Херберт Джеффри Хэнкок, американский джазовый пианист
и композитор, обладатель 14 премий Грэмми и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века, а также один из ведущих саксофонистов современного джаза, номинант на премию Грэмми Джошуа Редман из США. Итак, друзья, ждем официального сообщения от Димаша или его представителей по поводу грядущего выступления. Уверены, что он сейчас активно готовится к этому событию, а молчит потому, что он, будучи непревзойденным мастером интриги, знает, что всему свое время, и хорошую новость нужно подавать вовремя. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».